Никто не знал, что этот вечер станет одним из самых исторических в истории фандома. Не было никакого анонса, никакого тизера, никакого слитого расписания. Лишь небольшое, простое уведомление, появившееся на экранах армии по всему миру. Чингук начал прямой эфир. В ту же секунду весь фандом замер. Не потому, что он вышел в прямой эфир. Чингук часто появлялся из ниоткуда, нарушая тишину своим мягким голосом или невинным поведением. Не потому, что он был на кухне. Он и раньше готовил, пусть даже и совсем простые блюда. Но тот вечер был другим. Потому что в тот вечер Чингук не просто готовил. Он готовил итальянскую еду с выражением чистой радости на лице. Но вот что действительно взорвало интернет. Все это произошло через несколько дней после того, как Тэхён сказал, что любит итальянскую кухню. И еще безумнее. Некоторые в фандоме утверждали, что видели, как Тэхён в тот же день выходил из квартиры Чингука. Это не было совпадением. Слишком много кусочков пазла внезапно сложились в одно целое. Вот такая история. С самого начала. Постепенно. Деталь за деталью. Привет, арми. За кулисами блестящих кулис айдола, за смехом, улыбками и шутками, которые они показывают в прямом эфире. Всегда есть маленькие, непреднамеренные моменты. Моменты, которые кажутся простыми. Но вместо этого оставляют большие вопросы для миллионов людей. Сегодня мы обсуждаем один из таких моментов, который внезапно взорвал мир фандома. Вчера вечером, без всякого предупреждения, Чингук появился в прямом эфире. Ни с танцами, ни с тренировкой в спортзале, ни с обычной сессией вопросов и ответов. Но он готовил итальянскую еду. На кухне было тихо. Свет позади него был теплым. А Чингук со своими простыми кухонными принадлежностями выглядел таким же воодушевленным, как профессиональный повар, готовящий особое блюдо. Он искусно резал креветки. Он сосредоточенно помешивал соус. И каждый раз, когда камера попадала на его лицо, он слегка улыбался. Как будто кто-то присутствовал в его мыслях. Фандом наблюдал. Мгновенно сошел с ума. Почему Чингук вдруг начал готовить? Почему он выглядит таким счастливым? Однако никто не был готов к тому, что этот момент начался задолго до прямого эфира. За несколько дней до того, как Чингук приготовил итальянскую еду. Тэхён появился в прямом эфире. И вдруг, с непринужденным, но сияющим взглядом он сказал: «В последнее время я увлекаюсь итальянской кухней». Предложение звучало обычно. Просто. Легко. Но нет, потому что рядом был Чингук. И вдруг выражение лица Чингука изменилось. Его взгляд задержался на Тэхёне на мгновение дольше обычного. Уголки его губ слегка приподнялись. Они пошутили, и вдруг произнесли одно слово. «Мамма мия». В Италии это слово символизирует счастье, удивление, трепет. Но в мире фандома это мгновенно стало теорией. Вернемся к оригинальному прямому эфиру Чингука. Визуальная составляющая фандома тут же зашкаливала. Тэхён сказал, что любит итальянскую еду. Они улыбались и говорили «мамма мия». А потом, несколько дней спустя, Чингук готовит итальянскую еду вживую? Слишком в тему. Слишком плавно. Слишком. Ты кук. Миллионы фанатов по всему миру тут же заключили. Чингук готовил специально для Тэхёна. И поверьте или нет, это было только начало. Когда Чингук готовил, атмосфера отличалась от предыдущих выступлений. Он выглядел спокойным, теплым и иногда улыбался про себя. В какой-то момент он помешал пасту, а затем замер, чтобы вдохнуть аромат, и улыбнулся, словно вспоминая кого-то. Фандом тут же написал:
Должно быть, это улыбка от мысли о Тэхёне. Это готовка для кого-то особенного. Его аура совсем другая, Чингук тоже так не готовит. Каждая деталь была проанализирована. Его стиль готовки, его радостное настроение, его легкая улыбка, его сосредоточенность, его выбор меню. Казалось, все указывало на то, что блюдо было чем-то большим, чем просто наслаждением. Это была не просто обычная жизнь. Это была еда для кого-то. И когда еда была готова, Чингук выглядел довольным. Как будто кто-то знал. Этому человеку, должно быть, понравилось. Но что действительно взорвало фандом, так это. Некоторые зоркие фанаты, находившиеся в зоне проживания знаменитостей, сообщили о чем-то, от чего у них по спине пробежали мурашки. Тэхёна видели выходящим из той же зоны, где остановился Чингук. Визуальное наблюдение, несколько свидетелей и несколько коротких постов, которые быстро удалили. Но цифровые следы всегда остаются. Фандом мгновенно связал все воедино. Тэхён сказал, что ему нравится итальянская еда, Чингук готовил итальянскую еду, Чингук был так счастлив, Тэхёна видели в зоне проживания Чингука, у них был совместный концерт до того, как все это произошло. И возникли теории. Они ели вместе. Чингук готовил для Тэхёна. Тэхён пришел после концерта. Или они уже были вместе до начала концерта. И теперь фандому остается только ждать. Потому что среди их смеха, между маленькими кодами, между живыми съемками и неприкрытыми улыбками, есть что-то прекрасное, мягкое и труднообъяснимое. Они едят вместе. Все было запланировано. Или это просто две души, которые каким-то незримым образом понимают друг друга? Что бы ни происходило за кулисами в той таверне. Этого достаточно, чтобы миллионы сердец прошептали. Если это любовь, то это прекрасная любовь. Арми своим неусыпным орлиным взором уловили каждую деталь, которую обычные люди обычно упускают. Выражение лица Чингука, помешивающего соус. Внезапно появляющаяся легкая улыбка. Даже то, как он смотрит на еду, словно думая о ком-то особенном, все это вызывает вопросы, от которых трепещут миллионы сердец. С экрана исходит необъяснимая сладость. Какое-то тихое счастье. А когда появились слухи о том, что Тэхёна видели в том же районе отеля. Теория, которая была всего лишь шепотом, быстро превратилась в настоящую бурю. Фандом быстро заработал, собирая воедино обрывки событий, чтобы сформировать общую картину, вызвавшую взрыв домыслов. Они ели вместе. Это блюдо действительно было приготовлено для Тэхёна? Это было совпадение или код? Мы, возможно, никогда не получим точного ответа. Ни от них, ни от агентства, ни от кого-либо еще. Но именно такие моменты, маленькие, но важные, и есть причина, по которой фандом живет. Потому что их красота заключается не в уверенности, а в тайне. В том, как эти двое балансируют на тонкой грани между дружбой, восхищением и чем-то более нежным. И в конечном счете, какова бы ни была правда, все это заставляет нас верить в то, что существуют прекрасные, какими бы они ни были, отношения, развивающиеся своим путем. Итак, если кто-то спросит, к чему все это приводит? Ответ прост: их короткий момент создал огромную волну. Волну, которая показывает, что любовь, или то, что мы видим между ними, не нуждается в объявлении. Она просто чувствуется. И в тот вечер это было так ясно. И это была целая череда моментов, которые снова потрясли мир фандома. От одного простого выступления до маленьких фрагментов, которые вдруг аккуратно сложились в грандиозную теорию, все это показывает, насколько сильно влияние этих двух имен. Но еще раз следует подчеркнуть. Все, что мы здесь
Поделитесь своими мыслями в комментариях, Арми. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить новые захватывающие новости о домыслах. Увидимся в следующей истории. Фиолетовое сердце.